10 августа 2000 года гигантская подводная лодка «Курск» длиной более 150 метров вышла из порта на учение «Лето-Х» в Баренцевом море. Это были первые крупномасштабные российские военно-морские учения за десятилетия. Вместе с «Курском» в них участвовали 30 надводных кораблей и 2 другие подлодки. «Курск» с 2 ядерными реакторами могла находиться в море месяцами. Она была вооружена сверхзвуковыми ракетами для уничтожения американских авианосцев и считалась гордостью российского флота. Выйдя в Баренцево море, эта подлодка готовилась продемонстрировать мощь российского ВМФ. Подлодка в 8 часов и 51 минуту утра запросила разрешение на проведение учебного пуска торпеды и получила подтверждение. В 11 часов и 29 минут по местному времени экипаж торпедного отсека начал загрузку первой учебной торпеды. В 11 часов 29 минут и 34 секунды произошел первый взрыв, который был зафиксирован сейсмическими датчиками норвежской сейсмологической группы «Норсар». Это сейсмическое событие магнитудой 1,5 балла по шкале Рихтера также было обнаружено сейсмографами по всему миру. Спустя 2 минуты и 14 секунд после первого взрыва произошел второй, более мощный взрыв. Он был зарегистрирован сейсмографами Северной Европы как событие магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера, что в 250 раз превышает силу первого взрыва. Этот второй взрыв был настолько мощным, что его отметили даже сейсмические датчики Аляски. Данные сейсмического мониторинга показали, что оба взрыва произошли на глубине морского дна в этом районе. Определено также, что после первого взрыва подлодка отклонилась примерно на 400 метров от точки этого взрыва. Подлодке хватило времени опуститься на глубину 108 метров и лечь на морское дно, где она и пробыла некоторое время. Подводная лодка «Карелия» зафиксировала взрыв, однако ее капитан предположил, что это часть проводимых учений. На борту подлодки «Петр Великий», которая была целью учебной торпедной стрельбы «Курска», экипаж услышал гидроакустический сигнал подводного взрыва и почувствовал сотрясение корпуса. Они доложили об этом в штаб флота, но их сообщение проигнорировали. В 13 часов и 30 минут по графику должны были завершиться учебные торпедные стрельбы Курска, однако подлодка на связь не выходила. Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, находившийся на борту Петра Великого и привыкший к частым сбоям связи, не придал этому значения. ВМФ России первоначально преуменьшили серьезность инцидента. Лишь поздно вечером в субботу, спустя 9 часов после затопления Курска, адмирал Попов отдал приказ о начале поисковых работ. Через 12 часов после происшествия он проинформировал о ситуации Кремль, однако министр обороны Сергеев не стал докладывать об этом Путину до утра воскресенья. В воскресенье, несмотря на то, что Попов уже знал о вероятном затоплении Курска, он сообщил журналистам об успешном ходе военно-морских учений и высоко оценил всю операцию. Во второй половине дня, в субботу, до того, как Кремль был проинформирован о гибели подлодки, советнику по национальной безопасности США Сэнди Бергеру и министру обороны Уильяму Коэну сообщили, что подлодка затонула. После официального оповещения Великобритания вместе с Францией, Германией, Израилем, Италией и Норвегией предложили России помощь в спасательной операции. США также вызвались предоставить один из 2 имеющихся у них глубоководных спасательных аппаратов. Однако российское правительство отклонило все предложения об иностранной помощи. Министр обороны Сергеев сообщил посольству США, что спасательная операция идет полным ходом. В ВМФ заявили журналистам, что спасение экипажа неизбежно. Первое официальное заявление о происшествии российская сторона сделала в понедельник, 14 августа.
было сказано, что в воскресенье на подлодке возникли небольшие технические неполадки. Также сообщалось, что Курск лег на дно океана, что установлена связь с экипажем, идет подача воздуха и электропитания, и что весь экипаж жив. Высшие чины военно-морского флота России выдвигали различные версии произошедшего. Через 4 дня после гибели Курска главнокомандующий военно-морского флота России адмирал Владимир Кураедов заявил, что причиной катастрофы стало серьезное столкновение подлодки. Вице-премьер Илья Клебанов выдвинул версию, что Курск подорвался на старой мине времен Второй мировой войны. Он также сказал, что почти весь экипаж погиб еще до падения лодки на дно. Однако на самом деле 23 моряка остались живы в затопленном кормовом отсеке подлодки. Их еще можно было спасти, но в течение нескольких дней российская сторона отклоняла все предложения помощи, хотя собственные возможности проведения спасательной операции были крайне ограничены. Президент Путин первоначально продолжил свой отпуск в Сочи. Лишь спустя 5 дней после аварии, 17 августа, под давлением лидеров Великобритании и Норвегии, президент согласился принять предложенную ими помощь. 6 команд британских и норвежских водолазов прибыли 18 августа, в пятницу. На 7-й день после катастрофы на место происшествия прибыло норвежское судно «Норманд Пайонир» с британской спасательной подлодкой ЛР-5 на борту. 20 августа, в воскресенье, норвежцы опустили к затонувшей подлодке дистанционно управляемый аппарат РОВ. Они обнаружили, что первый отсек длиной 18 метров представлял собой груду искореженного металла и мусора. Представители военно-морского флота России наложили ограничения, запрещающие норвежским водолазам работать у кормы лодки, в частности над аварийным люком 9-го отсека и клапаном подачи воздуха. Норвежские водолазы протестовали против этих ограничений, мешавших, по их мнению, спасательной операции. Продвигаясь внутрь 9-го отсека, мичман Сергей Шмыгин обнаружил останки капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Все тела были сильно обгоревшими. В итоге из отсека было извлечено 12 тел. Это противоречило предыдущим заявлениям российских чиновников о том, что весь экипаж погиб до падения субмарины на дно. Также был найден бортовой журнал подлодки. 21 августа, после подтверждения норвежскими водолазами отсутствия выживших в 9-м отсеке, начальник штаба Северного флота России Михаил Мацак объявил, что Курск затонул и весь экипаж погиб. В июне 2001 года таблоид «Комсомольская правда» опубликовал сообщение о том, что высшие чины военно-морского флота России пошли на хитрость, чтобы скрыть истинную причину катастрофы. Позже военно-морской флот подвергся критике за искажение фактов и введение общественности в заблуждение. Флот опасался, что если станет известно, что взрыв произошел из-за ошибки экипажа, это поставит под вопрос статус России как великой державы. Их реакцию сравнивали с советским стилем сокрытия информации. Министр обороны Сергеев в интервью 21 августа заявил, что никогда не отказывался от иностранной помощи. Из 24 человек, находившихся в кормовых отсеках, 23 пережили взрывы и собрались в 9-м отсеке с аварийным люком. Командование, судя по всему, взял на себя капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. Дмитрий Колесников написал 2 предсмертные записки в отчаянной попытке передать информацию о трагедии на подлодке «Курск». Первую записку он составил в 13 часов 15 минут, спустя 1 час и 45 минут после второго мощного взрыва на субмарине. В записке Колесников обращается к своей семье с личными словами. Также в этой записке изложена информация об обстановке в 9-м отсеке подлодки. Туда перебрались 23 члена экипажа с 6, 7 и 8 отсеков в надежде на спасение. Колесников пишет, что люди чувствуют себя плохо из-за накопления углекислого газа, в отсеке растет давление, и моряки вряд ли протянут больше суток.
Вторая записка от капитан-лейтенанта была написана в 15 часов и 15 минут. Несмотря на полную темноту, Колесников на ощупь попытался изложить информацию о критическом состоянии людей. По его оценке, их шансы были всего 10–20%. В завершении записки он приводит список всех членов экипажа из других отсеков, которые находились в 9-м отсеке Курска и пытались выбраться. Колесников завершает словами «Всем привет, не надо отчаиваться». 26 февраля 2001 года газета «Известия» сообщила, что во время первой спасательной операции была найдена еще одна записка от командира БЧ-5 Рашида Арьяпова, переданная им через пластиковую упаковку. Записка была написана Арьяповым на странице детективного романа и обнаружена в его кармане. Согласно официальным выводам расследования, причиной взрыва на подводной лодке «Курск» стала неисправность в торпедном отсеке. Произошел взрыв учебной торпеды, с которой экипаж должен был проводить испытания. Этот первый взрыв сильно тряхнул подлодку. Многие члены экипажа получили ранения от оторвавшегося оборудования. В российском обществе сложилось мнение, что ВМФ скрывает свою неспособность спасти заблокированных на подлодке моряков. Российские спасательные подразделения были плохо оснащены и организованы, а помощь из-за рубежа не принималась. Путин 28 марта 2001 года принял отставку министра обороны Сергеева, назначив его своим помощником. Расследование пришло к выводу, что при загрузке учебной торпеды произошла утечка перекиси водорода через трещину в корпусе. Это спровоцировало взрыв в торпедном аппарате. Производитель торпед оспорил эту версию. В результате первого взрыва были вырваны двери торпедных аппаратов. Возник пожар, разрушена переборка между первым и вторым отсеками, поврежден второй отсек. Через 2 минуты 15 секунд произошли еще несколько мощных взрывов торпед, которые разрушили первые отсеки подлодки. 23 моряка спаслись в 9-м отсеке и прожили более 6 часов. Когда закончился кислород, они попытались заменить его химическим кислородным патроном, но тот упал в воду и взорвался, что привело к возгоранию и гибели оставшихся моряков.